Друзья, мы группа Грай, точнее половина группы, хотим рассказать вам чуть-чуть нашей истории. От чего начали, к чему пришли, что вообще получается. В общем, какие-то моменты, может, вы даже и не знали, может, чего-то не видели. В общем, если интересно, смотрите. Welcome. Are you welcome, как говорят татары. Какие-то и мы не знали. И я, да? Ага, спасибо. Да. Вот. Прошу. Ну, в общем, 15 лет команде, 15 лет этого безобразия. Я уже терплю. Вот. Ребята, конечно, пришли попозже. Они терпят чуть поменьше. Вот. И где-то вот в начале лета мы собрались. Андрей, я, Тимур Гильфанов. У нас тогда барабанщиком первым был Марат Киямов, которого впоследствии забрали в армию. И клавишник... Зеленые человечки. Извините. Блин, всех прям по фамилии помню. Марат Гильфанов, Ильнур Киямов. Ну, это Айрат Хабиев. Рудольф Нуриев. 1985 года рождения. Хаматова Чолпан. Ну, это история моя в жизни. Почему я с людьми, которыми я очень долго общался, почему нет? Вот. Жил в А одной вы не квартире. помните, что ли? Бер Ике Эш Дурт. Вот только это. Вот. Собрались на первую репетицию. И, как правило, у нас везде в интернете, везде написано, что первая репетиция у нас прошла 3 июля 2005 года. Ну, на самом деле это было раньше, но такая, скажем, полноценная репетиция прошла вот именно в этот день, где мы собрались и начали сыгрываться, так скажем. Репетиция у нас прошла в актовом зале института Тисби. Тимур, так скажем, пробил там нам точку, и репетировали мы там, наверное, года 2-3 так довольно. Естественно, у нас своих песен никаких не было, мы там играли кавера, там, я помню, что первый кавер мы играли там «Трава у дома», группа «Земляне», вот. На этом соигрывались еще какие-то песни арии мы там каверили, ну, пытались сыграться, пытались увидеть, кто чего, как может играть, сам как ты играешь, послушать себя там в составе команды, ну, в общем, такая вот первая репетиция была. Все шло-поехало, репы, началась текучесть кадров в группе. Барабанщика забрали в армию, мы позвали на ударку Андрея Смирнова, позвали Римму Бахтееву, всем известную в Челнах. Воронье. Римма Воронье. Духом владейте, доблестью крепитесь, сила иссякнет, замужайтесь. Духом владейте, доблестью крепитесь, сила иссякнет. Всем привет! Меня зовут Римма, у меня никнейм Воронья. Я пришла в группу Грай в 2006 году. В то время группа называлась Raven Blood. Я ходила на курсы эстрадного вокала и познакомилась там с 2 прикольными девчонками, близняшками. Одну из них зовут Даша. И она сказала, что в группу требуется вокалистка, которая умеет сочинять песни. На тот момент я уже писала эстрадные песни про любовь, там всякое такое. Что такое фолк-метал, я узнала уже непосредственно, когда я пришла в группу. Уже на тот момент ходила на рок-концерты и мечтала петь в рок-группе. Прослушивание я прошла успешно. Первое название было Raven Blood. Я не знаю почему, кто это придумал, по-моему, Тимур Гильфанов, наш английский переводчик. Английский переводчик. Вот, я не знаю, английского языка. Я особо английский-то нет, там воронья кровь ворона или... Не знаю, почему название это взялось, ну, потому что, наверное, было на английском. Вот. Да, и там несколько концертов у нас прошло в Челнах, там Барадж команда, мы там играли с ними, Диадема там была команда, тоже с ними играли. Они нас приглашали на свои там презентации, там альбомов, какие-то концерты, вот. Ну, всякие местные команды, в общем. Да, всякие местные команды. Местные команды. Так, местные. В общем, мы успешно записали песенки, пригласили Алию, флейтистку, и с тех пор она как бы вот начала замечательно играть на флейте. Я помогла тоже как бы сочинить тоже партии вот на эти песни.
История моего появления в группе берет свое начало в 2006 году. Мне тогда было 16 лет. Все началось с чего? Мне позвонил басист и один из основателей группы Андрей Городничук. После того, как заметил меня на одном местном стейшне, так модно было говорить. Я там играла со своей первой группой «Анвару привет». Позвонил и предложил принять участие в группе. Тогда она называлась Raven Blood, дабы добавить в музыку фолковой составляющей в виде разных дудок. На тот момент я не имела ни малейшего понятия, что такое фолк-метал. Музыкальные предпочтения у меня были совершенно другого плана, но со временем начала вникать в эту тему. Примерно вот к первым нашим концертам мы примерно в таком составе было. Человек 6 нас было в команде уже. Давайте перечислю. Тимур на гитаре, Андрей на басу, Андрей Чар, Андрей Смирнов на барабанах, Римма была вокал, Дарья, опять Дарья, Алия на дудке и Ефим на клавишах. Вот таким составом мы где-то, наверное, может быть, несколько концертов дали здесь, и здесь, в Челнах, и в Казани. Вот. Потом вот решили взять, Андрей позвал в команду Дарью Сердюк, которая должна была играть роль второй вокалистки, и плюс у нее там она пела таким необычным, на то время для нас, вокалом, необычной манерой пения, броулом, так скажем. Вот. Экстрим вокал. Экстрим вокал, вот. Ильнур меня поправляет, спасибо ему за это. Правое ухо. На здоровье. Вот. И получилось так, что на какой-то момент нас было 7 человек в команде. Естественно, ни одному организатору это было невыгодно возить такую банду 7 человек, кормить ее, там ночевка, все дела, вот. Понятно, и поэтому нас никуда не звали. Мы решили попробовать записать свои песенки на вот такой вот круглый диск, который там назывался CD-R. Вот. Завалились в студию Сергея Камышанского, Камыш-студия в Шатлыке. Ну, понятное дело, что мы ни хрена ничего не знали. Куда, что, как, что, ритм, качество, извлечение, тоси-боси. Ну, в общем, очень много для нас было нового там в этой студии. Серега очень сильно ругался. Вот. Потому что мы не то чтобы играть не умели, мы инструменты неправильно держали. Работа была, конечно, интересная. Ребята пришли тогда абсолютно неподготовленные к записи. Ну, было время такое, тогда мы все начинали заниматься записью живой музыки. Это все было, тем более в Набережных Челнах, это все было новое. Этим больше никто не занимался. Но, тем не менее, было все очень интересно. Ребята пришли все на амбициях создать что-то, нечто гениальное. Ну и, видимо, я в один определенный момент их чуть-чуть ломанул. То есть дал понять, что не все так просто. Нужно учитывать много факторов когда приходишь в студию, учитывать много факторов, которые помогут в дальнейшем для записи и получения хорошего результата. Опыт был очень-очень полезным для нас. 4 песенки мы эти записали. Это демка от истока 2007 года. В принципе, вы ее можете скачать на всех платформах. Ну, воспоминания очень хорошие, потому что любая работа с живыми коллективами, она всегда, так скажем, одухотворяет меня. И мне самому интересно этим очень заниматься. Во-первых, я сам учусь на этом, и поскольку опыта, конечно, у меня больше было на то время, чем у этих ребят, я старался как бы помочь им в этом. Ну и, соответственно, сам, конечно, учился.
Ну, в принципе, вот записали мы эти песни 4, Серега Камышанский нам свел их, мы там оформили сами буклет. Еще был момент, меня тоже удивил чуть-чуть, так скажем, когда начали писать там Дарью, по-моему, да? Дарью? Голос. Ну, подходит к микрофону. Я так не умею, там, гроул. Ну, это офигеть просто. Я просто офигел, я чуть не спрыгнул там со стула, с кресла со своего, когда начали это писать. Я никогда не думал, что девушка так может извлекать такие звуки из себя. Тоже было забавно. Ну, то есть... С Грай было интересно работать. Мне, во всяком случае, во-первых, я получил очень большой опыт, ребята получили очень большой опыт. Прикольно, мне понравилось. Это достойно. То есть ребята ничего не стремаются, ничего не боятся, работают, делают. Ну и отсюда результат. Мы там оформили сами буклет. Дизайн и верстку нам сделал Радик Огнев. Вот, все его тоже знают, по некоторым командам он играл там, вот. И там напечатали примерно там где-то 20, наверное, копий этих дисков. Благо, в то время уже у нас были печатные магазины, где можно было все это напечатать. Изобрели принтеры в то время уже, да? Принтер. Точнее, они до нас доехали. Да. А на дисках принт мы печатали у Ефима дома. У него был принтер, вот, и на дисках он нам печатал. Молодец. Вообще, хороший парень такой был. Такой мужик. Да. Только уехал. Только пьет много. Вот. Такие. Ну и все, и там пошли дальше концерты. Опять же, та же самая в Челнах мы там, Казань, там Зеленодольск, Нижнекамск, там Елабуга. Ну, такие, ближайшие такие к нашему городу. Особо больше никуда не звали нас, потому что, ну, особо и не знали про нас. Вот. Первый самый концерт, то есть на моем опыте был в Парке Победы в Челнах. И пришла первая слава у меня после этого концерта. На следующий день я шла по улице, а я тогда одевалась в готическом стиле. Мне нравилось ходить в черном, у меня были длинные черные волосы. Ко мне подошли на улице люди и сказали: «Здравствуйте, а это вы выступали там в Парке Победы и пели что-то про ватрушки?» Я говорю: «Нет, я не пела про ватрушки». Но там, говорит, такая песня была душевная про ватрушки. Я такая: ветрушки, точно. Я говорю: да, ветры, ветрушки. Как раз это та самая песня, которая всем очень сильно понравилась. Да, конечно, косяков много, неровности. Меня всегда очень сильно бесит, когда неровно играет барабанщик. Это какой-то ужас. А тем более музыка достаточно сложная, ну, в плане технического исполнения. Ребят все амбициозные, пришли, сейчас мы придем и запишем. Но не всегда все так быстро и хорошо получается. Уже сочинив примерно 9 песен, наверное, да, мы решили попробовать записать, так скажем, лонгплей. Раку. Знаешь, что такое? И то, и другое. Нет. О, к счастью. Вот. Решили записать длинный вот такой плей, короче, длинный альбомчик. Вот, состоял он из 9 песен. Также мы завалились к Сереге Камышанскому. Уже небольшой такой опыт был. Мы знали, что, как, где, куда, даже знали, куда джеки втыкать. Знали, где крутить волюмы, тон и все это дело. Вот. Ну так, я так уж скажу в 2 словах, то есть записывали как мы, то есть писалась вначале «Рыба», то есть все песни писались всем составом под метроном в черновую, а потом уже поочередно каждый инструмент записывался, то есть у нас вот так шло. Я не знаю, как у других, но может быть у других по-другому. Вот, может быть, другие записывали вначале чистовую, потом черновую, но, наверное, все-таки лучше черновую, потом чистовую записывать вот инструменты. Они сразу с мастеринга начинают, короче. С издания диска, короче, и вот так. Вот. Ну и записали, значит, песни, там вначале барабаны, потом гитара, потом бас, все записали альбом. Ну и потом, как бы у нас было желание, не желание, а хотели мы все-таки издать этот альбом где-нибудь на официально, чтобы он все-таки где-то в интернетах там, на каких-то сайтах там светил, что вот он издан там, вот какой-то там, каким-то там лейблом там, чтобы все там было вот так, все так официально, чтобы все было.
Вот, хотелось такого уже официоза, так скажем. Вот. И в тот момент, в 2009 году мы закончили запись, и в тот момент к нам в город с концертом приехала команда Ценотав. С Турции. С Турции, да. Турецкий там такой детняк. Brutal Dead, по-моему, даже, да? Ну да. Мощная Ну, там команда. жесткая. Вообще жесткая. Да. Турки там вообще жрут макароны в основном. Вот. Нормальные пацаны. Приезжают в Германию. Да. Привез их московский чувак Дмитрий Проскилевич, владелец Койот Рекордс лейбла. Вот. И мы пошли на этот концерт, с ним там познакомились и вручили ему наш мастер-диск. Типа, вот послушай, может быть, издашь там, может тебе там понравится, может там заценишь там. И как бы вот заключим с тобой Контракт. мрачный договор. Вот. А у него еще, кроме Койот Рекордса, был такой подлейбл Волх Рекордс назывался. Как бы, я не знаю, сейчас существует или нет, но это не важно уже. Да, он забрал как бы диск, послушал и через некоторое время ответил, сказал, что он как бы все издаст, все нормально, ребята, все отлично. Присылайте мне там буклеты и все остальное, и все мы издадим. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я друг группы Грай и также помогаю ребятам иногда писать тексты песен. Мое знакомство с группой состоялось в начале 10-х годов. В то время существовал достаточно интересный портал «Темный мир», куда выкладывалось огромное количество различной неформальной музыки, различные жанры там, металла, рока, там, сплавы там были, ну и в том числе и там же и присутствовал и фолк-рок, и фолк-металл, и пэган различный, и отечественный, и зарубежный. Вот. И на полынь траве, получается, я написала песню «Береза». Она очень хорошо зашла, очень всем понравилась. А потом ребята впоследствии даже перезаписали ее в более тяжелом варианте. Прикольно, мне понравилось, но это уже без меня потом было. Вот, а та самая первая «Береза» как бы была, получается, моей отправной точкой в написании песен, что ли. Я услышал альбом «Полынь трава». Он меня очень впечатлил музыкальным материалом. Я до сих пор считаю, что это достаточно в плане подачи музыки такой достаточно самобытный и глубокий материал, который цепляет и задевает за какие-то струны души. Вот. Единственное, что мне не понравилось, не то, что не понравилось, мне показалось, что лирика как несколько наивная. Вот. И в тот период я даже писал где-то ВКонтакте небольшую там рецензию, написал, что ребята, у вас все круто, ну вот тексты желательно подтянуть. И не то, что я предлагал помощь, я, наверное, несколько настойчиво там одолевал там ребят, что вот возьмите меня с собой, там посотрудничать, я попробовать хочу, ну вот все в таком духе. Изначально мне сказали, что на второй альбом уже тексты записаны, вот, а на будущее, давай там посмотрим, как ты пишешь, что ты пишешь, может быть, твой опыт нам когда-нибудь и понадобится. Не послали, и то хорошо. И получается так, что, естественно, никаких там гонораров не было, деньгами там никто никому ничего не платил. Получили мы свою долю получили дисками. Раньше вообще, то есть, если тебя просто издают, это считалось уже как бы, меня издают. Это считалось уже вышаком, да. Мы тоже, когда в Амидере вот первый альбом записали, нас согласился Айронт издать, мы там вообще там прям кипятком чуть ли не ссали, а еще и диски давали, то что, там можно посмотреть. Там. Не, ему не давали. Он просто тогда его не было в группе. И... Доверия не было. Уже сразу. Поэтому диск ему не давали. Он пришел позже просто, вот поэтому. Так.
Да, вот такой был момент, и нам там, я не помню, 100 или 200 дисков нам отвалил койот. Вот, и, ну, ладно, все нормально. И пригласил он нас презентовать этот альбом в Москве, в клубе «Релакс», легендарном клубе «Релакс», который находится в подвале театра на Дубровке. Находился, да. Но он и сейчас находится, но, по-моему, называется по-другому. Вот это уже не знаю. По-моему, да, переименовался. Ну, все знают, что же театр этот. И в этот момент, это был такой, так скажем, переломный момент в команде. Покидают команду вначале Андрей Гродничук, и за ним уходит Дарья Середюк. Вот. То есть мы остаемся без басиста и без вокалистки. А тут у нас как бы презентация. Вот. Там буквально, наверное, я не помню, уже за 3-4 месяца, может быть, даже меньше. Вот. Я пытаюсь койоту сказать, что у нас нету, 2 человека ушло, мы никак не сможем за это время быстренько подготовиться и приехать сыграть. Он настаивает на том, что мы должны как бы приехать, сыграть, потому что клуб арендован, дата, то-то-то, ну, то есть у него там свои, как говорится, заморочки. Вот. Ну и в спешке мы решаем искать басиста, найти басиста, хотя бы басиста, как минимум, так скажем, басиста. Ладно, с вокалом там ставили на Риму, что Рима там вытянет вокал, все нормально, как бы сыграет, вот, споет там то, что надо. Как бы странно это ни звучало, посоветовал нам басиста, наш бывший басист Андрей. Таким образом у нас в команде появился Юрий Бедусенко. Всем привет, меня зовут Юрий, я с 2008 года по 2016 играл на бас-гитаре в группе Грай, также был бэк-вокалистом. До этого играл в нескольких командах, начинал с украинской команды Angels Cry, после того, как приехал в Россию, играл с ребятами из группы Corex. Однажды на одном из концертов, это была 5-летка Гадов, мы увидели интересную команду. 3 девчонки, 3 парня играли, пели, танцевали. Было просто замечательно. Было, во-первых, необычно, во-вторых, это было что-то новенькое. Никогда такого до этого не слышал. Это было первое знакомство, когда мы вместе на одной сцене, можно сказать, и познакомились. Я на каком-то форуме городском увидел объявление, что в группу Грай требуется бас-гитарист. Я написал о том, что вот у меня есть бас-гитара, я знаю, как ее держать в руках. С этого момента и началась наша совместная работа. Ну, я все равно пытался как бы отговорить койоту, чтобы перенесли эту презентацию, но он настоял на своем и говорил, что нет, ни хрена, мы там должны в тот день, в который он как бы забронировал клуб, должны провести этот концерт. Ну, Юра, он пришел, как я потом узнал, раньше у него была там команда Corex, он играл там на барабанах и пел. То есть на басе он вообще не играл. Договорились встретиться на репетиционной точке. Я первый раз подошел, встретил Рузеля, который был в то время по форме. Это было мое первое удивление. Мы зашли на репточку, сидели девочки, сидели девчонки, сидел барабанщик Андрюха, Ефим на клавишах. И я просто начал смотреть, наблюдать, как они репетируют. Вторым удивлением было то, на каком языке они разговаривают. Они все учились, многие из них учились на музыкальных, в каких-то музыкальных училищах и разговаривали чисто на музыкальном языке. Для меня было очень сложно в это все вникать, тем более, что с бас-гитарой на тот момент я особо не дружил, так как не было в этом особой необходимости. И баса у него не было. Вот. Врет. Потому что
до того, как в Корексе он начал играть на барабанах, был концерт в ДК КамАЗа, где эта же вот группа Корекс играла. Они еще там делали кавер, помню, на Дима Боргер. Он был на басу. Юрон, я тебе этого не прощу, блин. Ну что ты, я тогда поверил тебе, что ты за 2 месяца научился играть на басу. Ладно, потом встретимся. Получилось так, что Юрон, в принципе, довольно быстро выучил все партии. Довольно быстро начал везде вставлять свой слэп. Довольно начал предлагать свой прогрессив. Правую руку Виктора Вутона. Да, непонятные какие-то слова начал говорить постоянно. Не расшифровывал ничего. Вот. И, в принципе, получилось так, что вот 6 человек нас с Юрой было, отрепетировали и съездили на этот концерт, так скажем, отпрезентовали его в этом клубе, вот, играли там Росомаха. Было очень ответственное мероприятие, выезд в другой город группы, тем более в Москву. Все рвались тогда в Москву выступать. Потому что, считалось, что если группу приглашают в Москву, это все, это звездный час у группы, и группа прям взлетит ввысь. В общем, я целый концерт пропела и прогроулила. Это был концерт в Москве на презентации альбома «Полынь трава». Было неплохо. Было очень для меня необычно, непривычно. Вот. Но после того концерта я поняла, что это был, наверное, мой дебют. И первый и последний раз я гроулила. И с тех пор, то есть я не пою экстрим-вокалом, подобным ни гроулом, ни скримом, не преподаю экстрим-вокал и вообще никаким образом с ним связываться больше не хочу. Все-таки мне больше нравится просто петь. После этого концерта мы начали думать, что делать, потому что также ушел клавишник из группы Ефим, и нужно было кому-то встать на клавиши, а у меня было профессиональное фортепианное музыкальное образование, и поэтому мы начали думать, что же делать, потому что быть фронтменом, фронтвуменом и играть на клавишах — это не очень круто, нужно иметь в свободном доступе себя. Один из моментов, в какой момент, я, конечно, точно не помню, пригласили вокалить, петь Ирину Зыбину. На мой приход в музыку повлияло очень много факторов, как мне кажется. Самым правильным, наверное, будет сказать, что все началось с того, что мой дедушка передал свои гены моему папе, а мой папа мне. Оба они прекрасно пели, прекрасно рисовали, и по какому-то совершенно счастливейшему стечению обстоятельств слух, определенные способности к звукоизвлечению передались и мне. Конкретно фолк-музыка, как мне кажется, меня заинтересовала в тот момент, когда я в совершенно глубочайшем детстве услышала группу Jethro Tull. И затем из российских групп я также услышала группу Калинов мост. У нас было несколько их концертов. И вот тогда, наверное, меня зацепила фолк-музыка. Также огромное влияние оказал тот факт, что в детстве меня отдали в Центр детского творчества. Там я занималась вокалом и ходила в детский музыкальный театр. Мы ставили спектакли, я участвовала в мюзиклах. И все свое свободное время, вот помимо школы, как мне кажется, я проводила именно там. Поэтому низкий поклон и огромное спасибо моим преподавателям: Светлане Владимировне, Ирине Сергеевне, Елене Николаевне.
И затем уже в сознательном более возрасте, уже я училась в институте, я ходила к преподавательнице, к Ангелине Александровне. Это просто великолепнейший специалист, великолепнейший профессионал. Она академист, и она дала мне огромнейшую базу в плане вокала. А в группу «Грай» я попала в 2010 году. Так получилось, что с ребятами мы познакомились в 2009 году, но на тот момент ничего не предвещало беды. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы меня позвали. Но в 2010 году вот так все случилось. На тот момент у ребят был вокальный дуэт. Пели Алия и Римма. И меня призвали для того, чтобы, так сказать, укомплектовать уже вокал до трио. Если мне не изменяет память, на тот момент меня позвали конкретно поучаствовать в концерте в Нижнем Новгороде. Но после этого концерта как-то все закрутилось, и с тех пор уже 10 лет мы вместе. Мы уже, получается, практически сочинили, были к записи, не к записи, а были готовы многие вокальные партии, инструментальные партии, и альбом «О земле родной», в принципе, на 70-80% сочинила я. То есть в некоторых песнях, например, я сочинила вокальную мелодию и какие-то мелодические вот эти моменты, текст. В каких-то песнях, то есть какую-то песню я, например, ребятам приносила, и они разбавляли своими инструментальными вставками. Часть, где-то пару песен, по-моему, текстов Юрон написал, если я не ошибаюсь, «Вставай с колена» и «Вели шаг» текста. Вот. Музыку писали мы, в принципе, аранжировали с Юроном вместе. Так скажем, альбом... В этом альбоме Римма так, я не знаю, как это сказать, выдала, так скажем, на тот момент максимально из себя, максимально, что она могла, как мне кажется, что она могла сочинить и... Да не, она может круче и она всегда... она может, но я говорю, на тот момент, то есть на 10-й год, она вот максимально выдала, это чисто мое мнение. Но она круто делает, да, на самом деле. Да, талант, вот. Могет. Вот хочу рассказать по поводу вообще своих идей, своих вдохновений, откуда я беру образы всякие. Все начиналось вообще изначально с того, что я любила ездить в Казань и смотреть в окно на природу. То есть, в принципе, тексты, сочиненные мной в альбомах «О земле родной», вот так вот навеяны, да, то есть я смотрю в окно, вижу поля, вижу там реки, леса и все такое. Отдельную тему в моей душе занимает зимняя природа. В то время я почему-то любила зиму больше, чем лето, и все вот эти вот какие-то зимние пейзажи, они почему-то очень во мне отзывались так ярко. Например, песню «Зимняя сказка» я сочинила, когда я зимой гуляла по Нижнекамску. Я ходила по городу, шел снег хлопьями, то есть ко мне пришло вдохновение, я побежала быстрее в музыкальное училище, где я училась, села за инструмент и просто за 10 минут написала песню «Зимняя сказка», вот как она есть, мелодия и текст. Начали опять записываться, также в студии Сереги Камышанского. Вот, запись была все нормально, но там с Юроном был такой случай, что Юрон первый раз вообще пришел записывать там бас, вообще пришел, наверное, первый раз вообще в студию. Первый опыт работы в студии был на альбоме «О земле родной», когда мы пришли в студию Камышанского. Тогда у меня был очень странный инструмент, который очень с натяжкой можно назвать инструментом. Мы пришли, расчехлились, подключились, и Сергей говорит: ну что, записываемся. Я всегда докапываюсь, конечно, до барабанщиков в большей степени. Очень скрупулезно к этому отношусь. Но тогда произошло следующее. Барабаны мы, по-моему, уже
прописали на то время. Пришла очередь бас-гитары. Юрон, по-моему, играл на бас-гитаре. Когда мы начали писать, я первые 5 минут записи я вообще не понимал, что происходит. Начинаем записываться, Сергей щурится, говорит, что-то странный звук, говорит. А ну давай еще раз. Начинаем писать, я останавливаю, говорю, не то. Начинаем писать, останавливаю, не то. И у меня просто мозг взрывается, я говорю, ты нахрена пришел сюда вообще? Ты что пришел играть? Ты, говорю, бочку слышишь? Слышу. Метроном слышишь? Слышу. А фиг ли ты играешь тогда? Ну и как бы после нескольких там дублей Серега Камышин ему там очень жестко навалял. Ну, не руками уж, а словами. Еще раз попробовали, он говорит, дай я сам попробую. Взял бас, начал, говорит, уйдите отсюда с такой бревенячкой, найдите нормальную гитару и принесите. Но за 2 недели он так, в принципе, все так повторил, все, так скажем, позанимался и пришел, записал. Я считаю, что, в принципе, на тот момент это было очень даже неплохо. Когда я пришла в группу Грай, мне, как я помню, очень понравилось, что ребята дружные. Но при этом у меня есть довольно забавный факт, который связан с моим приходом косвенно. Дело в том, что когда я училась в институте, мои подруги-одногруппницы очень были увлечены локальной сценой. Они, как мне кажется, знали все группы местные, которые на тот момент играли, которые играли до этого. А я тогда не посещала ни один сейшн, и я, наверное, ни одну местную группу вообще не знала. И относилась довольно скептически к этому. И вот в один из дней моя подруга записала мне перечень определенных групп, среди которых была группа Грай. Это была демка, и я тогда послушала первый раз, и мне просто жутко не понравилось. И вот перипетии судьбы таковы, что спустя совсем малое количество лет, мне кажется, буквально пару лет прошло, и я попала в группу Грай, и с тех пор мы вместе, с тех пор мы сочиняем, творим и стараемся ездить в туры, на концерты. Был тоже еще забавный момент, когда мы писали барабаны. Такие моменты, как кардан, там, когда там там такие быстрые партии, то есть не могли мы ровно это записать и решили пойти на следующий эксперимент. То есть сейчас даже смешно об этом вспоминать. Сначала записать бочку, потом сверху рабочий барабан. Но мы это записывали все, но, конечно, никто так в мире не делает, наверное. Хотя, может быть, и делают, но экспериментов было дофига, и это прикольно. То есть мы пробовали разные варианты. У Лехи из группы Дрыгва, из Дрыгва студии с города Могилев. С города Дрыгва. Стороны Дрыгва. Да. Вот, свели у него альбом, нам, ну, лично мне это нормально все было. Он тоже очень сильно плевался по поводу, так скажем, качества записи именно со стороны музыкантов. Ну, то есть было криво, косо, ну, все такое вот там. Ну, ладно. Вот. Свел он нам альбом. Дальше. Дальше что было?